Добрый день! Сегодня рассмотрим такую программу, как AC/DC Video Studio 3. Она мне досталась совершенно бесплатно. Возможно, она и сейчас до сих пор бесплатная. Можно получить лицензию на нее, просто скачав с сайта и выполнив определенные манипуляции. Когда она у меня установилась, у меня появилось три вот таких ярлычка. Первый — это запись с экрана, я так понял. Достаточно простая, примитивная программа, но, наверное, свои функции выполняет нормально. Я ее не использовал, но, наверное, работает. Теперь дальше посмотрим. Это сама студия и AC/DC Video Studio What's New, так сказать. Давай запустим, посмотрим, что это такое. Вот уже высвечиваются какие-то ошибки приложения. И сразу мы попадаем, что уже вышла 4-я версия этой программы. Действительно, 3-я версия вроде как устаревшая, но очень много кто спрашивает про нее. И я сейчас попытаюсь объяснить, в чем разница между 3-й и 4-й. Вот я немножко видел 4-ю. Значит, план такой. Я скажу, как она работает, но первое, что хочу я сказать, это то, что она совершенно не запускалась у меня на Windows 7. И после вот такого вот запуска сразу высвечивалось окно, что ей нужно какие-то обновления Windows, в Net Framework и еще что-то. Но я поставлю вам скрин, чтобы вы смогли сами разобраться. И только после полного обновления Windows 7 она стала нормально работать. То есть она, в принципе, более старшие Windows требует для работы. Или вам требуется обновление. То есть она не просто она запускалась вроде, с ней что-то можно было делать, но работать она не работала и постоянно высвечивались ошибки. Но она об этом честно сообщала. Русификации адекватной и не странной я на нее не нашел. Возможно, просто плохо искал. Выглядит она вот так, как вы сейчас видите. После ее установки появляются какие-то странные файлы на рабочем столе, которые я вам бы рекомендовал удалить. Ссылка на нее будет все-таки в описании. Используйте вот этот вот русификатор на свой страх и риск, конечно. Я лично считаю, что в русификации, нет здесь никакого смысла, все достаточно просто. Но для моих зрителей я создал совершенно безопасную и немного исправленную версию русификации, которую в любой момент можно будет заменить на оригинал или снова вернуть назад. Пользуйтесь, ссылка будет в описании вместе со всеми русификаторами. И там же будет, как ей пользоваться. А сейчас вернемся в англоязычную версию. Здесь такое довольно простое меню. Вот, допустим, зайдем в опции. Здесь там всякие такие мелкие вещи, как вот автосохранение, добавление каких-то защитных марок вот этих на экран и так далее. В каком формате вы делаете. То есть здесь что-то такое минимальное присутствует. Поэтому так и ролик называется. Это программа для новичков. Это хорошо или нехорошо. Сейчас будем все смотреть. Нажимаем. Вот есть здесь вкладки. На более старшей версии их здесь больше. То есть они расширили ее возможности. Но в принципе, мне кажется, осталось все то же самое. Нажимаем импорт медиа и добавляем файлики. Попытаемся сделать какой-то небольшой фильм и попробуем посмотреть, какие же функции у этой программы, что она может, что она не может. Самое основное, так сказать, базовое. Вот мы добавили файлы. Они все хорошо открываются благодаря тому, что все необходимые компоненты в Windows есть. Теперь дальше. Это вот надписи на самом экране. Мы печатаем, что это прибытие поезда, проезд поезда. Именно об этом у нас видео. Делаем побольше шрифт. Делаем
в середину. Здесь еще есть такая вот функция. Сейчас о ней тоже я расскажу. Сразу я ее высветил. Ну и так далее. Посередине, в центре. Ну и, допустим, полужирным. Вручную мне вводить здесь нельзя. Здесь только выбор из списков. Вот. И она сразу добавилась у нас вот здесь вот на таймлайн, так сказать. Вот. Теперь дальше. Аудиорекордер. Что же за аудиорекордер? Ну, как вы видите, скачет. То есть мы можем записывать с микрофона. Давай мы что-нибудь сейчас попробуем записать и посмотрим, как это выглядит. Это видео о проезде поезда через переезд. Он предлагает нам сохранять, но мы сохраняем. Сохранили, и он сразу добавляет ее в раздел проектов. То есть мы вот так вот сделали. Посмотрим, что получилось. Это видео о проезде поезда через переезд. Все, мы все поняли. Давай дальше смотреть. Вкладка Transitions. Это то есть какие будут переходы между теми или иными видеофрагментами. Ну давай добавим видеофрагмент. Вот, например, первый видеофрагмент. Посмотрим его. Вот этот вот звук сам мобильника нам совершенно не нужен. И мы берем и просто уменьшаем этот файл. Беремся за границу и уменьшаем. Смотрим. Все. Теперь дальше. Добавляем этот же файл. И смотрим, что там дальше мы можем из него взять. Например, как ездят машины, пока нет поезда. Ну вот отсюда. Смотрим. Здесь, кстати, есть вот такие маркеры. За них можно двигать. Это просмотр выделенного фрагмента. Кстати, из выделенного фрагмента можно делать конечный файл, а не только из всего целиком проекта. Для этого надо выделить фрагмент, вот как мы сделали. И в меню файл найти такой пункт Produce Timeline Selected Selection As. И здесь можно сделать выходной файл. Это довольно удобная функция. Здесь, если, кстати, вы что-то ошиблись, здесь можно сделать назад, например, вот этой кнопкой. Так, нормально. Только немножко мы подрежем его вот так. Ну вот так, например, подрезали. Теперь переходим на вкладку Transitions. Значит, между вот этим и вот этим нам нужно вставить переход. Берем и какой-нибудь вот такой мы переход. Вот нужно на него навести, он показывает, что зачем. Вот когда мы переносим, он показывает, куда можно вставить эти переходы. То есть переходы на самом названии невозможно, только они применяются, так сказать, однобоко. Теперь ладно, мы добавили этот переход, выбираем, насколько он большой или маленький. И запускаем.
Вот так это выглядит. Добавим еще один переход. Ну, например, вот какой-нибудь такой. Он здесь не хочет почему-то на 2 сразу. Вот, потому что, видимо, не ровно прилегало. Все, добавим последнюю часть, даже еще немножко можно подрезать. Добавим последнюю часть, когда поезд уже проходит. И добавим сразу мы переход какой-нибудь. Ну вот такой. Ну вот как бы фильм готов. Теперь давай посмотрим остальные с вами вещи. Аудиоэффекты есть. Да, вы можете, кстати, со звуком работать. Здесь минимальная работа со звуком. Когда вы щелкаете какой-то фрагмент, во-первых, справа у вас есть вот это меню, которое вызывается вот этой кнопочкой. То есть, что оно из себя представляет? Просвечивание этой дорожки. Если будет добавлено какое-то снизу фрагмент, просто, то он будет, и верхний будет просвечивать, то, соответственно, мы его увидим. Смотрим. Вот он есть. То есть мы видим и то, и другое. Режим того, как это все накладывается, здесь справа. Можно пощелкать и увидеть, какие варианты здесь есть. Но мы поставим нормальный. Когда здесь просвечивания нет, соответственно, нижние дорожки не видно. Есть также здесь вот такие вещи. То есть поворот. Поворот. Это, собственно, все, что можно сделать с видео. Теперь с аудио. Ну, я так понял, что все. Нужно просто сделать редактирование аудио. И здесь можно сделать больше или меньше эту дорожку. Или добавить даже точки. Сейчас покажу, как они работают. Вот добавим несколько точек. То есть какой-то фрагмент можно приглушить или, наоборот, усилить. Смотрим, как это выглядит. Я вот не выключил нижнюю дорожку. Надо было просто удалить ее. Здесь есть еще выключение дорожек. Как только вы начинаете редактировать, все приостанавливается. Вот так работает звук. Вообще его можно отделить целиком на соседнюю дорожку. Причем любой фрагмент. Сделать потом назад тоже, скорее всего, можно. Ну вот здесь мне удалось. Давай еще раз попробуем. Нет, не получается вернуть ее назад, но хотя, видимо, возможно, каким-то образом возможно. Так, теперь рассмотрим дальше, что тут есть. А есть тут следующее. Что есть вот, например, какая-нибудь дорожка. Ее можно, в принципе, делить. Если она какая-то длинная, можно отрезать. Нужно сначала ее выделить. И разделить. Она делится на 2 части. И потом, соответственно, можно удалить. Или кнопка Delete здесь использована. Так, дальше посмотрим.
Аудиоэффекты. Ну, вход-выход. Вот она подсвечивается, она может примениться на эту дорожку. Сюда не может, сюда может. И все. Выглядит это вот так. То есть это, в принципе, редактирование вот этой вот огибающей линии. Можно сделать вручную. Или вот такие эффекты. Какие же фильтры здесь есть? Давай посмотрим. Ну вот добавлен какой-то фильтр. Посмотрим еще. Какой-нибудь фотоэффект. Вот такие фильтры. И здесь можно выбрать, как оно будет выглядеть. Так, мы рассмотрели основные вот эти функции. Ну, в принципе, все понятно на уровне тех, кто не владеет вот такими программами. Давай посмотрим, как делается теперь выходной файл. Все делается... Да, вот эти вот свойства, они показываются для каждого раздельно. У кого-то их нет, у кого-то они есть. Со звуком только больше или меньше делать. Делаем выходной файл. Нажимаем Produce and Share. И здесь есть пара выбор. Либо подходящий формат, либо сразу выкладывание на YouTube. Если сразу выкладывание на YouTube, то он вас спросит, нужно ли или не нужно выкладывать, то есть у вас просит, чтобы вы зашли. И, наверное, самостоятельно выложит. Это, конечно, приятная функция, как и функция, кстати, которая есть здесь при сохранении проектов. Ну, импортировать, понятно, файлы. А вот экспортировать как zip, то есть сделать из вот этого проекта просто zip-файл, который будет где-то лежать. И можно подсветить, что включая все файлы, которые включены в этот проект. Нажимаем ОК, и он очень быстро и здорово делает zip-файл просто из этого проекта. Все, сделал он. И теперь у нас есть возможность, кстати, импортировать из этого zip-проекта. Вот даже так. Теперь сделаем выходной файл. Подходящий формат MP4. Детальные. Здесь есть установки. Ну, здесь менять ничего не будем. Среднее качество. Нажимаем «Далее». Подтверждаем куда. Нажимаем «Делать». Такой уже, говорит, ну, просто я уже делал. Ну да, перезаписать. Все, окно сворачивается, и он делает. Как мы видим, процессор занят целиком и полностью. И, в принципе, занято около... Ну, меньше гигабайта занято самой этой программой для запуска. Смотрим, что получилось. Все, финальный рендер закончился. Вот появилась такая ссылочка «Открыть эту папку». Вот папка открылась. Посмотрим, что получилось. Это видео о проезде поезда через переезд.
Итак, видео идет где-то 1 минуту 17 секунд. На него он потратил около 10 минут, чтобы сделать. Это вместе со всеми фильтрами, дорожками, переходами и так далее. Плохо это или хорошо, решать вам. У меня процессор i5. Полную конфигурацию я напишу в описании, чтобы вы смогли оценить. Ну, я считаю эту программу, в принципе, очень хорошей для новичков. Если, конечно, за нее платить деньги, а не получить ее, как это сделал я, бесплатно, то, скорее всего, наверное, она не стоит своих денег. А бесплатно, конечно, стоит. И стоит ее попробовать новичкам. Да, у нее есть проблемы с тем, что некоторые эффекты и вещи мы не можем отредактировать полностью. У них мало различных своих свойств. Но, в принципе, программа выполняет свою задачу, и с элементарным монтажом, где надо просто разрезать, склеить, отрегулировать уровень звука на тех или иных фрагментах, в принципе, хорошо справляется. Также порадовала функция отмены меня, и порадовала функция экспорта в zip-файл. Я не помню, чтобы кто-то где-то в какой-то программе это дело упоминал. Очень долго я разыскивал, как делается увеличение этого таймлайна в длину. Думал, его вообще нет. Колесиком мышки он не масштабируется. На самом деле этот регулятор расположен вот здесь. Я, наверное, через некоторое время более подробно посмотрю 4-ю версию и, возможно, тоже запишу небольшой обзор на нее. Всем пока!